Привет, меня зовут Саша Акимов, и сегодня мы с вами обсудим универсальный зум-объектив Pentax 18-135 мм f3.5 f5.6. Про стандартный зум-объектив от Pentax 18-55 мм AL-VR я уже рассказывал. Он меня довольно сильно удивил тем, что у него и качество картинки не такое уж ужасное, как для кита, так и тем, что у него еще и воздухозащита была, и в принципе качество изготовления на достаточно высоком уровне. Конечно, он был не лишен недостатков, картинка там далеко не безупречная, но все равно этот объектив вообще не чита убогеньким китам, которые идут к Canon и Nikon, например. Там вообще это просто заглушки какие-то. Ну а сегодня я расскажу про более новый объектив, более размашистый в плане фокусных расстояний, который с более-менее современными камерами APS-C формата от Pentax идет зачастую как раз-таки китом. У того же Canon есть подобный объектив, например, на EFS. Байонет это 18-135 также с теми же, в общем-то, показателями. Единственное, что без влагозащиты, но со стабилизатором зато. У Pentax стаба нет, но у Pentax стаб вообще-то в тушках. Ну и недавно на канале у меня было видео про Canon 18-150 мм. Похожие фокусные, похожая, в общем-то, суть этого объектива, только он на EFM байонет. Если что, все объективы, все камеры, которые я тут обозреваю, я покупаю за свой счет, трачу на это огромное количество денег своих личных. И если есть у вас возможность, то поддержите, пожалуйста, меня на Бусти, чтобы я мог почаще выпускать ролики и почаще делиться с вами различной информацией и детальными тестами. Ну, в своем, конечно, стиле. Ну, давайте вернемся к нашему сегодняшнему объективу 18-135. В эквиваленте это будет равняться 28-210 приблизительно фокусное расстояние. От умеренно широкого до уже приличного телеположения. Довольно хороший разлет фокусных. И, конечно же, при подобной универсальности приходится идти на компромиссы. Это, в общем-то, логично, здраво и прекрасно понятно, что ты не можешь делать картинку безупречной на всех фокусных расстояниях. Особенно часто это касается как раз крайних положений, с ними тяжелее всего совладать. Но зато возможность взять с собой всего один объектив и быть, в общем-то, налегке, она искупает любые его какие-то небольшие огрехи. Я вот, например, очень ленивый человек, ну и не очень-то люблю таскать с собой большое количество техники и тем более переодевать, например, там каждые 2 минуты фиксы. А так взял один объектив, особенно если ты где-то в дороге, в путешествии и так далее, и просто идешь на него снимаешь, бог с ним, что там будет не самая совершенная картинка. Поэтому во всех системах я в первую очередь обращаю внимание на подобные объективы и стараюсь их как можно лучше изучить. Пока что только более-менее на микро 4/3 объективы есть вот с такими серьезными разлетами фокусных расстояний, которые почти всегда просто прекрасны, но там и цена гораздо выше на те объективы, в основном это про стекла. Там из дешевого сегмента я пока что не находил, которые прям полностью бы меня удовлетворяли. Ну давайте же на наш сегодняшний Pentax 18-135 полюбуемся. В сложенном состоянии объектив довольно компактный, весит всего 405 граммов. Собран он достаточно хорошо и по ощущениям эта вещь такая достаточно надежная. Байонетное крепление, конечно же, здесь из металла. Резиновое уплотнение здесь также имеется, такое красненькое. Сам объектив имеет пыль и влагозащиту полноценную, так что его хорошо сочетать также с защищенными тушками. У Pentax это примерно все актуальные камеры, они все защищенные от пыли и влаги. Ну, кроме уж совсем каких-то там старых еще пластиковых, более простых моделей. Диаметр светофильтра здесь 62 мм. Колечко ручной фокусировки здесь находится позади. Вот здесь оно не имеет своего какого-то финала, крутится как угодно. Покрыто резиновыми такими очень тактильными пупырками. Ну и, к сожалению, здесь нет никаких шкал расстояний, что, конечно, не очень удобно. Также вот здесь есть еще и широченное такое, такими же пупырками резиновыми покрытое кольцо зумирования. При, собственно, зумировании выдвигается довольно большой тубус из 2 секций. Вообще двухсекционные такие тубусы имеют свойство разбалтываться со временем. Ну, не знаю, у меня вот этот объектив абсолютно идеально ходит. Он не то что не разболтался, он даже самопроизвольно никаких движений не делает, как бы ты его там ни делал. Ну, часто очень ставят на достаточно тяжелые такие объективы с большим количеством линз
Здесь еще такой рычажок лок, но он здесь не требуется, потому что очень плотно все подогнано, все хорошо ходит без каких-либо люфтов, ничего не болтается. Также к объективу, естественно, есть бленда прекрасная, внутри она такая немного шершавенькая, такая вот она фигурная. И у нее, как это уже, в общем-то, принято у всех пентаксовских стекол, даже самых простейших, у него есть вот здесь окошечко на случай, если ты захочешь полярик нацепить и двигать его пальцами, очевидно, потому что ты же будешь менять положение камеры, и блики нужно будет убирать. Так что это тоже достаточно продуманная штука. Использовал я объектив в сочетании с камерой К70 в самых разных условиях, ну и основным и его естественным применением были путешествия, особенно когда тебе очень важно быть налегке, или ты, например, как в моем случае, летишь лоукостером, там крайне важен объем и вес того, что ты везешь, и лучше взять один универсальный объектив, чем большое количество, может быть, они будут и поменьше, но фиксов. Вот недавно как раз я летал в Калининград, там тусовался всячески и посещал, например, Куршскую косу, где поснимал на этот объектив очень большое количество различных снимков интересных, и пейзажей, там, и макро, и все на свете. В общем, будет о чем рассказать. Естественно, максимально открытой диафрагме объектив так себе резкостью обладает. Более-менее картинка выравнивается на f5.6. Это я сейчас универсально про все более-менее фокусные говорю. И на f8 он достигает пика резкости, ну так вот усредненно, если считать. То есть лучше всего использовать диафрагму f8, тогда на всех фокусных будет все прям более-менее ок. Максимально равномерное качество, конечно, у него в середине. Крайнее положение не самые блестящие. Фокусный 18 мм прям расстраивает, на нем картинка вот максимально никудышная, на мой взгляд. В центре, конечно, все в порядке, но края кадра, причем не то, что прям самые краешки, да, а прям вот, наверное, там процентов 30 кадра по краям, они очень мыльные на 18 мм, полно там хроматических аберраций и действительно выглядят очень неприглядно. Я любитель, на самом деле, 18 мм на APS-C, потому что это в пересчете получается примерно 28 мм, ну, достаточно удобное для меня фокусное расстояние, поэтому я был, конечно, расстроен тем, что здесь на это фокусное особо не поснимаешь. К тому же на максимально широком углу еще и дисторсия довольно значительная, даже если ее исправлять профилем объектива, все равно очень сильно корежит перспективу. Так как объектив все-таки обладает серьезным телеположением, я очень часто использовал его и максимальное фокусное. На 135 мм картинка достаточно хорошая, в центре так вообще прекрасная и замечательная. Но опять же ближе к краям наблюдается небольшое ухудшение резкости и двоение некоторых объектов. Но ничего совсем уж криминального. Как я уже и сказал, редко в таких объективах универсальных бывают крайние положения хороши. Но картинка почти безупречна на фокусных от 24 до 100 мм, что в эквиваленте равняется, опять же, приблизительно 35 на 150 мм. И такой разлет фокусных тоже достаточно часто используется. На полном кадре большое количество объективов с таким фокусным расстоянием, 35-150 я имею в виду. Так что если сильно смущает хоть какие-то дефекты картинки, то можно просто ограничить себя этими фокусными и не снимать на крайние положения. А так, если обобщить, то объектив действительно очень универсален, позволяет быть налегке, ходить, снимать все что угодно, все, что тебе в голову взбредет.
и при этом не бояться, например, тех же дождей, снегов и пыли. Ну, в разумных пределах, конечно, потому что он хоть и защищенный, но как бы лучше без экстрима все-таки быть. Все-таки он пластиковый, и ну, как бы могут быть риски говнеца хапнуть какого-нибудь. Ну, я лично в ливень на него снимал, вполне себе все прекрасно, это он способен сдюжить. На него можно прекрасно снимать замечательные пейзажи, только не на 18 миллиметров, конечно же. Можно и архитектуру, в принципе, поснимать. Резкость у него высокая, то есть, например, если ты хочешь там в упор какие-нибудь цветочки или какую-то достаточно пассивную живность поснимать, типа там ящерок, жучков, паучков, то да, это тоже подходит для макро, для предметки, вот для таких вещей он тоже вполне годится, потому что резкости тут, когда ты в упор снимаешь за глаза, особенно если диафрагма действительно прикрыта до f8, если она приоткрыта, будет немножко мульца. Ну и также живность всяческую издалека на него очень классно снимать. В зоопарке, к примеру, ну или на каком-нибудь там сафари. Ну, на сафари там понятно, что уже лучше иметь более мощный телевик. Это так, игрушка для путешествующего, ну совсем уж как бы расслабленного персонажа. Если бакешка особо не важна, то можно, в принципе, и портреты какие-то на него поснимать. Я бы, конечно, не стал, собственно, я этого и не делал. Он для этих целей особо не предназначен. Какой-то мышиный стрит, например, на него можно издалека поснимать, то есть там подкрысить где-то, сделать какие-то снимки исподволь. Это, в принципе, ему тоже доступно. Как и кит 18-55 мм, он не лишен недостатков, но в целом, в общем-то, довольно круто показывает себя в большинстве ситуаций, в которых ты бы его задействовал. С резкостью, хромотой и прочими какими-то недостатками у него в полнейшем порядке все с 24 до 100 мм. Если уж прям очень необходимо 18, на них тоже можно снять. Ну, единственное, что придется помудохаться с углами. Да и, в принципе, не на всех кадрах, особенно если у тебя центральная композиция, то тебе, в общем-то, углы не так важны, и если это какой-то там не супер пейзаж, который ты собираешься распечатывать. В максимальном телеположении картинка тоже не блещет, конечно, уж великим качеством, но все, что между этими вот состояниями объектива, все очень хорошо. Интересно теперь было бы потестировать, конечно, кэноновский объектив для их кропов 18-135, который на EFS, но там что-то столько много версий, что я уже запутался. На самом деле они очень сильно как-то в цене отличаются еще к тому же, но насколько я понял из того, что я прочитал, вторая и третья версия особо оптически вообще ничем не отличаются, стаб там примерно одинаковый, отличается только моторчиком фокусировки. Я видео на подобный объектив, наверное, не стал бы снимать, так что если он жужжать будет, мне, в принципе, это до лампочки. Так что тут надо подумать. Вообще, если у вас есть советы, какой из них конкретно лучше взять, вот с описанными мною нуждами, то пишите опять же в комментарии. Ну и надеюсь, примеров было достаточно. И в принципе я описал достаточно хорошо поведение этого объектива. Так что подписывайтесь, не забывайте лайки проставить. Ну и до новых встреч, хороших снимков, пока.